Приветствую вас, друзья! Сегодня я вам расскажу, пожалуй, о самом лучшем брелке для ключей, а также покажу, как в брелках от Victorinox меняются ручки и меняется батарейка. Кому-то, я думаю, это будет весьма полезно. Это будет в конце видео, а в начале видео для тех, кто вообще не знает вот о таких вот замечательных предметах. Это именно наключник от компании Victorinox, швейцарской компании, которая выпускает швейцарские ножи. На мой взгляд, это вот именно уже мужской, очень хороший брелок для ключей. До этого у меня на канале был женский брелочек, с которым моя жена ходит. Там такой маникюрный наборчик, ножницы и пилочка для ногтей, и пинцетик. Вот это немного другой брелок. В этом брелке, разумеется, есть ножницы. Я всегда говорю, что викториновские ножницы это одни из самых лучших ножниц для ногтей, для маникюра. Ну, грубо говоря, мужчине просто подстричь ногти. Просто идеальный вариант. Также в этом брелочке есть вот такой вот предмет. Именно он его и делает мужским. Это крестовая отвертка. Отвертка это намагниченная, кстати. А также открывашка для бутылок. Ну, пиво, лимонад. Если вы так купили, повезло вам, купили лимонад, у которого пробка не отвинчивается, то открыть вы его сможете без труда, имея открывашку. Вообще у меня всю жизнь на ключах была открывалка, поэтому если уж покупать брелок, то чтобы открывашка у него была, это обязательное мое условие. Но при этом очень хорошая крестовая отвертка, которым винтятся именно маленькие винтики. Это что-то компьютерное, что-то в телефоне, в ноутбуке повинтить. Это не чтобы там в стену самореза заворачивать. Нет, это брелок все-таки. Дальше еще в ноже есть вот такая вот пилочка для ногтей. И у этой пилочки есть на конце отверточка. Этой отверткой также можно отвернуть как крестовые, так и шлицевые небольшие винтики. И поточить ноготочки можно. Заусенец там сточить. Очень хорошо точит. Очень классный абразив. Еще у этого ножа есть, ну конечно же, сам нож, само лезвие. Оно очень-очень мелкое. Вот. Что им можно сделать? Им можно заточить карандаш. Им можно вскрывать коробочки. Скотч срезать вообще идеально. Ну, посылки распаковывать, конверты. Вот оно для этого именно. Ну, при желании можно и апельсин, конечно, очистить. Яблочко почистить. Но оно очень острое. Это, в принципе, для вскрытия скотча с коробок лезвия. И для заточки карандашей. Дальше у этого ножа есть вот такая вот штучка интересная. Вот так вот вперед вы нажимаете и ведете вперед. И выдвигается ручка. Ручка очень хорошо пишет. Классный стержень. Ручка это меняется. Стоит она где-то в районе 100 рублей новая ручка. То есть она очень легко достается. Ну и вот так же вот сюда нажимаете и убираете эту ручку. И также в этом ноже, это нож Victorinox Manager называется, или менеджер он же. Есть либо фонарик. Это Midnight Manager называется. То есть Midnight это полночь по-английски. Поэтому это вот модель с фонариком. Кому нужно, то есть там ночью что-то посветить или в машине что-то подсветить. Вот мне удобно именно фонарик. Если вы не хотите фонарик и там, чтобы батарейки там заморачиваться, да, с заменой батареек, можете купить такой же нож, но у него вместо фонарика будет пинцет вот здесь вот. Стандартный викториновский пинцет вкладываться. Это для девочек больше. Вот, фонарик светит очень ярко. Вот. На самом деле очень круто светит. Яркий очень диод. При этом кнопка только светит, когда вы на нее нажмете, чтобы в кармане он случайно не нажался, батарейка не села. Батарейки хватает очень надолго на самом деле. Можете не переживать. Ну и колечко для крепления на ключи есть. Вот. Этот брелок не стоит кому-то покупать в подарок. Запомните. Вот такой брелок дарить людям нельзя. Это если вы хотите самому себе купить вот такую вот вещь, то да. Так, почему не стоит дарить этот брелок? Сейчас объясню.
Вот это вот небольшой швейцарский нож. Называется типа офицерский. Ну, швейцарцы любят называть там офицерский нож, солдатский нож. Причем солдатский нож еще больше, чем офицерский. Ну, вы же понимаете, какая в Швейцарии армия, да? Нейтральная страна, у которой банки, швейцарские ножи и часы. Она никогда ни с кем не воюет. Но, тем не менее, они любят очень так вот ножи делать, военные названия всякие. Вот это вот считается офицерский нож. Так вот этот вот офицерский нож, четырехрядный, на него есть обзор у меня на канале. Можно сказать, действительно настоящий швейцарский нож. Стоит от 2 до 3 тысяч рублей. То есть это получается примерно доллар у нас 70 с лишним рублей стоит. То есть где-то 30 долларов получается стоимость этого ножа. От 30 до 40 долларов. Вот этот же брелок, ребят, это брелок, да, вы понимаете, стоит от 3,5 до 4 тысяч рублей. То есть вот вместо этого брелка можно купить 2 таких ножа. Как вы думаете, что будет человеку приятнее получить в подарок? Настоящий швейцарский ножик или брелочек на ключи? Соответственно, в подарок берете человеку нож. Не обязательно четырехрядный, можно двухрядный, такой же как этот, он еще дешевле будет стоить, сэкономите денег. А вот если уж вы захотели себе легкий брелок, он весит всего лишь 30 грамм, так называемый EDC, вот, с которой вы всегда будете ходить, который у вас будет всегда в кармане, то для себя можете купить. В подарок покупать не надо. Что такое EDC? Многие думают, что это товары там для выживания всякие. Нет, на самом деле EDC это Everyday Carry. То есть Everyday это каждый день, а Carry это что вы носите. То есть брелок вы носите с собой каждый день. Вот это вот и называется EDC брелок. Так же, как кошелек у вас EDC, как документы на машину у вас EDC. Все, что вы носите каждый день, это вот и есть аббревиатура EDC на самом деле. То есть все очень просто. Это вот, да, брелок EDC на каждый день, который вы всегда с собой таскаете. Кстати, я его на ключах не таскаю. Мне все-таки неудобно. Я люблю, ключи у меня на брюках висят. А это вот отдельно в кармане у меня лежит флешечка. То есть видите, да, какого размера флешка, чтобы вы представляли лучше, какого размера этот нож. Вот, то есть флешечка для компьютера. Можно сюда в любой момент другую флешку повесить. Ну, либо там еще что-нибудь, который я всегда с собой таскаю. И вот этот вот маленький брелочек, которым можно вскрыть посылку, можно что-то записать. Ручка сейчас не совсем актуальный предмет, я об этом говорил. Ручка мне это, в принципе, не знаю, насколько нужна, но может быть когда-нибудь пригодится. То есть я как-то ездил в налоговую, например, и меня заставили переписывать декларацию, не поверите, потому что якобы бланк был не такой, как положено. Но я так полагаю, что мне просто хотели втюхать бланк, чтобы я купил отксеренный. И со своего бланка, где все было правильно заполнено, просто должен был переписать. Тогда у меня вот этого вот ножа, к сожалению, не было. Вот, и мне пришлось у людей попросить ручку, чтобы переписать декларацию. Там не так много, но ручка была очень нужна. На почте также эта ручка может пригодиться, но на почте у меня электронная подпись, поэтому я ручкой не пользуюсь. Я просто показываю смс, которая мне приходит, и получаю там посылки с Алиэкспресса. Но если вы кому-то будете отправлять своим родственникам что-то, то, конечно, придется заполнять бланк. И вот, да, ручка, вещь. Ну, наверное, может пригодиться. Фонарик пригождается, если у вас сел телефон, вы где-то там в темноте идете. Очень тоже выручает. Вот фонарик вещь нужная. Но опять же, вы выбираете либо фонарик, либо пинцет. Вот. Ну, понятно, отвертки для чего, да, там что-то из... Ну, чтобы под рукой у вас было там системный блок открыть, опять же, у компьютера, у ноутбука там диск вытащить или на другой поменять. Ну, что какой-то такой мелкий ремонт сделать, да, поможет. Ну и главное, открывалка. Открывалка – это самая главная вещь у меня. Потому что, ну, не хочется там зажигалки портить, ключи ломать. Вдруг вы действительно лимонад купили, который со старой системой открывания, у которого пробку не свинтить. Пригодится. Так, теперь как, что здесь меняется. Замена батарейки здесь весьма простая. Здесь вот есть отверстие.
тут вам опять же пригодится иголочка. Помните, я говорил, что в ноже иголочка очень важный предмет. Есть сейчас все слоты сим-карт открываются, карты памяти. А вот еще и батарейку в этом ноже поменять тоже. Для этого нужна иголка. С обратной стороны здесь находится крышечка, которая автоматом откроется, когда вы надавите на это отверстие иголочки. Сейчас я вам покажу, как вынимается батарейка. Кстати, нож, этот брелок, поставляется вот в такой вот огромной коробке. Там у него всякие инструкции лежат. Вот. В общем-то. И сам нож лежал вот здесь вот, был уложен. Но за такую стоимость можно сделать большую коробку. Нечего удивляться. Инструкции я вам показывать не буду. Единственное, я вам покажу его каталожный номер именно этого ножа. Номер 0.6366. Но это именно вот Victorinox Midnight нож. С фонариком. Так, итак, показываю, как менять батареечку. Иголочку. Все время кнопку вот эту вот нажимаю, поэтому фонарик загорается. Вот, нажимаете сюда, в отверстие. Здесь открывается крышечка. Вот, видите, открылась. И вот, вытаскиваете иголочкой батарейку, выжимаете ее наружу и вставляете новую потом. Новую батарейку засунули сюда и назад захлопнули. Батарейка в швейцарские ножи, в которых есть фонарик, вот такая вот вам нужна. Можете ее заказать, в принципе, на AliExpress. Можете просто в магазине купить, но если вы пойдете в часовой магазин покупать, вам, конечно, там часовщики наговорят, что это там швейцарская батарейка, все фигня. Все батарейки китайские, которые у нас продаются. Вот. Модель этой батарейки SR1130W или W. Вот. Также 389, это разные маркировки по разным системам. То есть вот такая вот батареечка. Теперь по поводу замены стержня. Ну или ручки. Как хотите это называйте. Вот так вот вперед выдвигаете ее. И с небольшим усилием просто ее вытаскиваете из ножа. Вот и все. Покупаете новый стержень. Стоит он недорого. Ну, это целиком ручка, да, грубо говоря. Стоит он где-то около 100 рублей. Ну, согласитесь, можно раз там в 5 лет ручку поменять. И вставляете назад. Вот, в принципе, и делов-то. Вставили новую ручечку, и все. Также работает. Вот, ну, писать этой ручкой. Я не скажу, что прям удобно, но я видел в интернете. Люди показывают такой лайфхак небольшой. Открывают вот эту вот открывашку с отверткой. И якобы уже писать ручкой этой намного удобней. Ножик получается длинней. И все. Пишет, ну, естественно, хорошо. Чего, швейцарский стержень за 100 рублей. Еще бы он плохо писал. Вот такой вот брелок, ребята. На каждый день. Брать, не брать, решайте сами для себя. Если очень хочется, купите. Надо себя иногда баловать. Если вас жаба душит, 3000 вот на такую фигню потратить, то не покупайте. Есть такой же брелок Victorinox Classic. Еще раз говорю, у меня есть на канале на него обзор. Там есть только ножницы, пилочка для ногтей, само лезвие, которое можно по ссылке вскрывать или карандаш заточить. И еще пинцетик есть. И, кстати, даже не только пинцетик, но еще и зубочистка есть, потому что в нем ручки нет. И стоит он где-то рублей 800-900, не так и дорого. Я все время нахваливаю викториновские ножницы, но сейчас я их открою, чтобы, ребята, вы понимали, о чем речь, почему я их так люблю.
Они действительно очень классные. То есть посмотрите, как они ногти режут. Я еще такого не видел, чтобы кто-то в эфире показывал. Но они действительно очень остренькие. Очень остренькие. У меня вот ногтей почти нет, но я вам просто покажу. Просто никакого люфта. Вот они. Режут обалденно, ребят. Очень круто. Для ногтей вещь просто действительно незаменимая. У вас всегда будут аккуратненькие ноготочки. Вот. Ну и пилочка для ногтей, подровнять их. Если вы там мужчина, я не знаю, равняет или нет. Обычно нет. Но если метросексуалы, так называемые. Вот. А девочки, да, еще и пилочкой потом это все подточить можно. Сейчас. Вот она пилочка. То есть вот, ребят. И все. И у вас красивые ноготочки. И не знаю, там на свидание идете. Вот. На этом я обзор заканчиваю. Может быть, он кому-то и пригодится. Всем спасибо. До новых встреч. Для меня лучшая награда от вас это лайки и подписка на канал будет. Все, всем пока.